Здравствуйте! Вы смотрите программу «Территория гласности», и сегодня здесь, в студии пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Йенс Зикерт, политолог, журналист, руководитель представительства фонда Генриха Бёля, и Сергей Никитин, директор московского представительства Amnesty International. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Как лично вы, вот как политолог, воспринимаете этот процесс, вот здесь, находясь внутри России? Что касается сейчас второго процесса, то проблема заключается в том, что обвинение в этот раз настолько абсурдно, что мне уже кажется, что даже тем, которые выдвигают это обвинение, это немножко стыдно. И в данный момент никто толком не знает, как заканчиваться этим. Обвинительный приговор будет довольно смешной. Не, конечно, для арестованных, для заключенных, но выглядит просто смешно. Скажем так, выпуск от Ходорковского и Лебеда, очевидно, тоже невозможно. Я имею в виду со стороны власти. Возможно ли был бы такой процесс в Германии? Возможно, всегда очень много. Я очень надеюсь, что нет. Или скорее всего, я бы сказал, я почти убежден, что нет. Слава Богу, существует институт независимого суда в Германии, и это не только формальность, это не только, что в Конституции написано, что суд независим. Люди здесь не верят, поэтому это и не работает. А в Германии все-таки есть опыт, что суд работает, и что правовое государство более или менее работает. Там тоже, конечно, свои погрешности есть, но более или менее работает. Люди и в этом смысле тогда ищут справедливости в суде. Напомню, что на процессе в Хамовническом суде не раз присутствовали депутаты Бундестага из партии «Зеленых», также были люди, политики, которые рассказывали о своих впечатлениях. И, в общем-то, основная мысль сводилась к тому, что действительно с правом там большие проблемы на процессе. Это такое понимание на самом деле во всех фракциях в немецком Бундестаге. Зеленые – это та партия, которая близка моему фонду. Дать вопрос Сергею Никитину. Позиция Amnesty International, международной правозащитной организации, в отношении дела Ходорковского и Лебедева? Практически с самого начала, то есть с 2003 года, когда были арестованы и Лебедев, и Ходорковский, Amnesty International регулярно заявляла о том, что у нас нет сомнений, что здесь есть политический контекст. При этом мы отмечали отсутствие вообще самого факта справедливого судопроизводства, глядя на то, как шло судебное слушание в Москве. Недавно вышел ваш доклад, где говорилось о том же самом фактически. Да? Там практически ситуация с правами человека во всех странах мира, порядка 159, и статья о России, хотя и невеликая по объему, тем не менее отдельная главка – это несправедливые суды, и несколько абзацев этой главки посвящены действительно суду в отношении Ходорковского и Лебедева. Реакция в России и за рубежом на процесс какова? Мое субъективное мнение, насколько я это вижу, знаете, такой пример. Вот у нас вчера был пикет в защиту узника совести азербайджанского журналиста. И одна старушка, женщина лет 70, наверное, она остановилась. Сначала мы говорили о том, как, вероятно, тяжело быть узником совести в Азербайджане, и она практически сразу перешла на Ходорковского, и просто как характерный такой штрих. Среднестатистический москвич, которому случилось пройти в это время по улице. Михаил Ходорковский недавно в интервью сказал, что мое дело важно не само по себе, а как символ происходящего в России. Вот ситуация на сегодняшний день с политзаключенными, она реальная, какова? Следует, наверное, отметить тот факт, что вот этот термин политзаключенный, он использовался Amnesty International длительное время. И зачастую были люди, которые призывали, скажем, к изменению строя, люди, которые имели иные политические взгляды, отличавшиеся от взглядов властей той или иной страны. Ситуация была характерна для 60-х и 70-х годов, когда власти с тем, чтобы избавиться от назойливой вот этой мухи какого-то политического деятеля, они просто его арестовывали и помещали в тюрьму, и все. И дальше как бы человек исчезал с горизонтов, и становилось легче жить и работать тем, кто был у руля.
Сейчас требование Amnesty International в отношении вообще всех людей, которых задерживают, такое, что мы требуем немедленного суда и справедливого суда в отношении них. По этой причине вот само определение политический узник, оно снято. Тем не менее, российские правозащитники используют его, и мы их понимаем, это их право, они могут вполне использовать. Поэтому мы не можем говорить о Ходорковском как политическом узнике, потому что это то, чего нет в дефинициях Amnesty International. Политзаключенный — это уже, так сказать, достояние прошлого. Если это от Amnesty International, мы не говорим, не используем этот термин. Он используется, как я говорил, уже российскими правозащитниками. Кем Amnesty International считает Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Это люди, которые находятся в тюрьме, в отношении которых ведется силовое производство, в котором мы видим многие изъяны. И это люди, в деле которых совершенно очевидно для нас политический подтекст. Вот так мы формулируем ситуацию с Лебедевым и Ходорковским. Следите ли вы за происходящим на процессе, по интернету, может быть, по СМИ? И какие события на минувшей неделе вас больше всего поразили? Зачастую все это приобретает какой-то характер какого-то очень странного спектакля, трагического, потому что здесь речь идет о том, что люди вот уже 7 лет находятся в заточении. И вместе с тем мне, как гражданину Российской Федерации, видеть стыдно и печально то, как происходит процесс поведения прокуроров. Я тоже внимательно слежу за ходом процесса. Сам уже несколько раз, может быть, раз 10 там побывал, обычно в сопровождении уже упомянутых немецких депутатов Бундестага или Европарламента. Впечатления там всегда достаточно тяжелые, все исключительно из наших гостей, которые туда первый раз попадут, особенно впечатлены вот этим ящиком, в котором сидят. Аквариум называется. Ну, мне кажется, это очень непозволительно содержать заключенные, которые никакую опасность не представляют. Это же не, скажем так, серийные убийцы, которые в любой момент там могут выскочить. Что меня поразило, это было, когда Михаил Ходорковский объявил о голодовке, до того, когда президент узнает о том, что продлили его и Платона Лебедева пребывание в предварительном заключении. Срок содержания под стражей, который прямо противоречит новому закону, который инициировал президент Медведев недавно и который был недавно принят. И что на тот же самый день вечером пресс-секретаря Медведева сообщил о том, что президент познакомился с этим. Это такое событие, которое, по-моему, никто не ожидал, и я это не ожидал. Второе, для меня очень интересно, в этой неделе, по-моему, это было во вторник, допрос как свидетеля было бывшего председателя Центробанка и потом председателя правления ЮКОСа Виктора Геращенко. Поскольку во всем этом процессе я, по-моему, в такой короткой форме и так ясно о абсурдности обвинения нынешнего, который просто вот на самом деле очень просто рассказывал, когда принудительно продавали в аукционе ЮКОС, сначала вот этой однодневкой Байкал Финанс Групп, и эта однодневка перепродала вот пакет акций ЮКОСа Роснефть. Никто из Роснефть не жаловался о том, что там какой-то нефть не хватает. А именно вот эта нефть, о краже которым сейчас речь идет в этом процессе. Это действительно поразительно. Можно это объяснять очень просто, и все равно ничего не происходит.